Всем привет, с вами Адам, добро пожаловать обратно на канал. И сегодня мы снова возвращаемся к невероятному Димашу. И это его исполнение песни «Самалтау». Если я произнес неправильно, пожалуйста, исправьте меня. И это его выступление на Токио Джаз Фестивале в 2020 году, в том году, когда мой канал начался. Это было примерно 4 года назад. Это ж безумие, будто это было год назад. Но если кто-то из вас задается вопросом, да, в этом видео только я, не с моим отцом в этот раз. Мой отец живет в Англии, а я сейчас нахожусь в Америке, поэтому совместную реакцию немного сложно организовать. А когда мы с ним делали реакцию, я просто случайно оказался дома. Я обещал своим подписчикам, что я сделаю реакцию с моим отцом, и я тогда подумал, что пришло время. Ну и скоро наступит Новый год после Хэллоуина, и когда я вернусь домой, я обязательно сделаю реакцию со своим отцом, потому что он теперь очень-очень большой фанат Димаша. Он до сих пор говорит о Димаше. Но давайте же начнем эту реакцию. Димаш, песня «Самалтау». Я очень взволнован. Давайте начнем. Вау. Уже как атмосферно. Май. Сколько же звукового пространства можно создать всего с 3 инструментами? Это невероятно. Это чистый талант. Talent right there. И мне нравится этот струнный инструмент. Stunning. It reminds me of the erhu. Какая драматичная игра. Какой отличный нарастающий момент напряжения, создается звуковая картина. Все это уже очень кинематографично, и все очень красиво развивается. И дождевая палочка. Alright, here we go. Красивая роль тона.
Fish. Here we go. Whoa! Hey. Wow. Окей, давайте тут остановим. Окей, давайте поговорим о Димаше и о песне Самалтау. Потому что вау! Я думаю, одна из самых интересных вещей в этом выступлении, прямо с самого начала, в том, что мы привыкли к таким большим моментам у Димаша, к этим высоким верхам и низким низам его голоса, и к его огромному и прекрасному диапазону, который у него есть. Он такой широкий, он может вести свой голос куда угодно. И это то, к чему мы привыкли. И особенно его вокальному акробатизму. Когда мы включаем его песню, мы сразу ждем, что же он сделает. Перед просмотром самого видео мы уже готовы к его фишкам. А в этой песне мне больше всего понравилось, возможно, это самое эмоциональное исполнение Димаша, которое я слышал. И я не говорю, что его другие выступления не впечатляют, и там нет эмоций. Там, конечно, все это есть. Все-все. Мы же говорим о Димаше, он невероятный, но здесь он был настолько сосредоточен на рассказе истории песни, он действительно вошел в этот образ, он действительно чувствовал эмоцию этой песни. Он поет о родной земле, о родине, он не хочет ее покидать. И там много таких интересных моментов. И затем он говорит о том, какой будет его жизнь, когда он станет солдатом. А как мы знаем, солдаты покидают свои земли, уходят в другие страны по разным причинам. Но у него, очевидно, есть огромная гордость и любовь к своей земле. И это было очень интересно. Это уже не просто личная история, это более глобальная история, это ощущение, что ты часть чего-то большего, и он полностью в это погрузился. И вместе всем этим звуковая картина тоже соответствовала. Она действительно соответствовала. Мы слышали этот широкий, объемный звук. Я это обожаю. Я люблю хорошую звуковую атмосферу в музыке. И здесь это было передано очень хорошо. Действительно очень хорошо. У них буквально было всего несколько инструментов. Струнный инструмент, дождевой посох и еще один инструмент. И Димаш в начале... Мне очень понравилось, что он просто сидел со скрещенными ногами. Он был как будто в состоянии медитации. Я думаю, это потому, что он входил в нужное состояние. Он слушал звуки вокруг себя и готовился. И это очень важно, потому что певцы могут сделать все вокальные разминки, подготовить голос, но войти в состояние самой песни — это совсем другая дисциплина. И Димаш точно знает, что он делает. Он и вчера начал петь, и это было очень заметно. Он сидел, слушал музыку, слушал звуки вокруг, эту красивую звуковую картину, созданную инструментами. Позже добавился звук, потому что мы слышали что-то похожее на пианино, хотя его там и не было. Но это не важно, потому что мы получили чистый живой вокал от Димаша, о котором я еще скажу. И эти инструменты за его спиной, мне очень понравилась эта звуковая атмосфера, мне очень понравилось вступление, где были только инструменты, и они как бы вводили нас в этот мир песни, а Димаш был тем, кто вел нас дальше. И когда мы уже оказались внутри этого мира, он начал рассказывать нам эту историю. Это было сделано очень хорошо. И я говорил ранее, что он не делал вокальных акробатических этих штучек. Но это не значит, что это было не впечатляюще. Его пение было очень впечатляющим. Эмоция в его голосе была невероятно красивой. То, как он притягивал название песни, как он завершал его, меня пробирало до мурашек. И мне понравилось то, что я услышал. И это требует огромной подготовки. И слышать то, как он делает все так четко и контролируемо,
непередаваемо. Это Димаш во всей своей сути. Это было потрясающе, ребята. Он не просто брал верхние или нижние ноты, он не перепрыгивал на огромные октавы, он плавно двигался между ними. И под конец некоторых фраз он добавлял вибрато. И это было очень красиво. Когда вы постоянно слушаете крутых певцов, таких как Димаш, вы всегда ждете от них больших моментов, высоких нот, мощных кульминаций, но здесь он показал текстуру своего голоса, тембр и способность рассказывать историю. И это было главным. И именно поэтому мне все это так понравилось. Это было потрясающее вступление без необходимости опираться на вокальную акробатику. Это был просто Димаш, который исполняет песню, который живет в песне, который как будто сам становится этой песней. Он создает эту атмосферу, в которой его голос вел нас через все это. И это было просто прекрасно. Он делал это так легко, но на самом деле это совсем не легко. Это чистый талант. Очень талантливый и одаренный певец. И чтобы удерживать такое как бы состояние на протяжении всего выступления, это безумие. И под конец отличный сторителлинг, то есть рассказывание истории, очень сильные эмоции и очередное мощное выступление от Димаша. Но что вы думаете об этой песне, о его исполнении? Как он исполнил эту песню Самал Тау? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А на этом у меня и у него на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.